sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. Пока что это все дело у нас сохнет. Сейчас этот вот верхний воздухозаборник, да, или как. Короче, вот эту вот деталь сейчас буду шлифовать. Пока занимался воздухозаборником, шпаклевка на задних фонарях высохла, и я их начал выводить. Отшлифовал я задние фары, с которых будут делаться при помощи вакуумной формовки с эти стекляшки. Есть маленькие косячки, но это я забрызгал жидкой шпаклевкой, чтобы все вылезло. Сейчас это дело все подсохнет, и я вот эти все косяки мелкие уберу. Также заклеил другое кольцо. Это пойдет на другую сторону. Ну что, начнем заниматься исправлением косяков. Сейчас вот эти вот 3 детальки буду отпиливать, и они станут вровень крыла. А эти 3 у нас так и останутся. Взял вот такую штучку, сейчас будем пилякать. Значит, вот так вот мы оставим. Сейчас я изнутри заклею вот эти вот секции все. И вот это остается у нас. То есть вот так. И с другой стороны то же самое также сделаю. Колесики огонь будут. Как я говорил, это для маточной формы деталь. Для одной стороны. То есть вот это кольцо подходит и на это колесо, и на это колесо. А вот эта деталь, она будет у нас стоять с той стороны. Потому что если мы поставим эту деталь на ту же, ну на другую сторону, тогда у нас вот этот вот рисунок, вот эти вот треугольники, они будут смотреть в другую сторону. Поэтому пришлось сделать одну деталь на правую и одну на левую сторону. Так что вот так это будет у нас выглядеть. А какого цвета они будут, ну это секрет. Ну вот все, загрунтовал я обе стороны. Ой, загрунтовал, зашпаклевал, загрунтовал. Для умников. Сначала обшлифовал, продул, обезжирил и только лишь потом зашпаклевал. Я не показывал этот процесс, как там это все обезжириваю, шлифую. Смысла нету, потому что это уже было показано миллион раз. Ждем, когда высохнет, и шлифуем. Затянул я бочину одну. Сначала сделаем эту, а потом перейдем на другую сторону. Пока сохнет, сейчас я буду делать дальше наш спидометр. Зашлифовывать, вышлифовывать все. Сейчас вообще очень много идет работы по именно шлифовке, ну вот все, что с этим связано. Так что разнообразие работы, я думаю, как-то, ну, не сильно шибко, наверное, будет. Вот наша деталька, это сверху, которая на хвостик идет. Тоже надо шлифовать. Короче, шлифуем, еще раз шлифуем и еще раз шлифуем. Первый слой жидкой шпаклевки. Вот здесь нужно немножечко поднакидать еще. Ну а так в целом, да, вот есть еще всякие вот тут, вот, то есть мелкие косяки. Это сейчас высохнет все. Я это все дело еще раз обшлифую, посмотрю, где неровности. И потом второй слой еще жидкой шпаклевки залью. Ну а выглядит это вот как-то вот так вот. Теперь надо делать ту сторону.
Взял машинку шлифовалку у Сашки в гараже. Ну, это те ребята, у которых мы ламбу шлифовали, не дошлифовали. И сейчас буду вот эту сторону доделывать. Здесь у нас готово, а вот здесь вот нет. Сделал, значит, я недостающий кусок формы. Сейчас он высохнет. Затем я его обрежу по контуру, как вот здесь вот идет. И вот эта вся часть, она будет вклеиваться вот к этой вот детали. То есть у нас будет две разборных части. Вот эта верхняя и вот эта часть полностью. Она будет вытаскиваться. Подождем, когда высохнет. И затем начнем подгонять ее. Сохнут наши детальки, центральная часть, спидометр, жидкой шпаклевкой залил, подсыхает, жабры тоже тут подсыхают. Пойду пока что сейчас шлифовать центральную часть. У меня есть тут места, вот здесь надо дошлифовывать, вот здесь центральную часть нужно хорошо сделать, вот эту часть нужно сделать. Здесь нужно все, ну, более-менее ровненько сделать. Тут у нас встает спидометр, то есть это все закрывается и, ну, ничего не видно. Здесь, ну, такая хаотично все вырезал. Ну, когда примерял на месте на машине, там нужно будет либо подклеить, либо это аккуратненько все просто подшлифовать, чтобы более или менее, ну, без вот этой вот всей этой херни. Но я говорю, здесь закрывается спидометр, и вот этого отверстия, здесь у нас руль идет, его вообще не видно. Заклеил центральную часть на один слой. Когда высохнет, подшлифую вот эти вот срезы, вытащу, между собой ее скручу и буду накидывать еще 2 слоя. Это у нас получается внутренняя часть. Добавил черный цвет в стекловолокно. Вот такую вот фигнюшку. Ну, это специально для смолы. Так лучше видно, когда ты наклеиваешь на форму. И видно, где наклеено, а где еще немножко поднакидать. Вот это у нас центральная часть, которая встает вот сюда. Да, вот в эту форму она идет. Ну, как засохнет, здесь 2 слоя. Переверну и сюда накидаю. Это будет у нас для маточной формы.
Y. Из Y, да. Это защитная пленка. А сама выглядит вот так вот эта штука. Светодиоды. И она очень хорошо светится. Мы уже проверяли. Вот такая кнопочка у нас будет. Ну, здесь еще шлифовать нужно, заливать жидкой шпаклевкой. Здесь сверху почти все, кроме вот этих вот мест. Здесь надо чуть-чуть еще. И вот здесь вот чуть-чуть. Так, вот такая кнопочка будет у нас. Открываем, заводим, либо через палец, через отверстие. Здесь будет у нас кнопка. У нас здесь, кстати, вырезает фреза задний диффузор. Не знаю, говорил я, нет. Короче, решил я сделать... Ну, он такой же будет, но как у оригинала. То есть, эти боковые вот эти вот все линии, они должны быть, ну, тонкими. И, если честно, то этот диффузор, он кривоватый. Как бы я ни пытался его выровнять, короче, в общем, решил я его нахрен и сделать, ну, как у оригинала. Пока у нас вырезается диффузор, решил заняться спидометром. Закрепляю, даже показать. Короче, в общем, закрепляю вот такие маленькие болтики, отрезаю от них кусочки при помощи суперклея и соды. Я думаю, что вам всем известен этот способ склейки. Клеит абсолютно все, все что угодно. И клеит так, что хер сломаешь. Принцип такой. Засыпаем соду вокруг склеимого материала. Капаем пару капель суперклея, чтобы это все пропиталось. Чуть-чуть подуем. Вообще мертво просто стоят эти. В общем, вот такая вот штука у нас получается. И вот здесь вот и с этой стороны ставим экран, затягиваем двумя болтиками и все готово. Ну что? Я сделал спидометр. То есть уже... Сука, кто там все время бегает? Сейчас я вам его продемонстрирую. Так, то есть он будет таким. Только лишь нужно его еще, ну там, дошлифовать, вывести уже до конца, для того, чтобы его можно было обшить. Одна часть будет обшита, другая будет покрашена. Козырек будет покрашен. Я презентую спидометр. Вот он, наш спидометр. Сейчас приложение ищет подключение к ОБД адаптеру. Вот видите, у нас тут сколы, щели появились небольшие. Так что, ну даже щель это останется, потому что под нее нужно будет запускать кожу. То есть вот эта вот вся часть, вот это все будет обшиваться. А вот эта часть, она будет полностью все краситься в черный цвет. Так что, как это будет выглядеть уже готовым, на готовом спидометре, это вы увидите тогда, когда машина будет полностью покрашена. Так что, вот таким образом выглядит у нас спидометр. Ну вот так вот выглядит диффузор. Сейчас заклеил, это первая часть.
И вот эти вот еще две части. Диффузор, вот эта часть ложится вот на это место и вот на это. То есть вот эти две детальки между собой нужно будет склеить. Что будет дальше происходить, вы увидите в дальнейших видео.